Итак, общедоступная информация. Костел Обретения Святого Креста и монастырь бернардинцев – это архитектурный комплекс Гродно и старейший действующий католический храм в городе, а также один из старейших на западе Беларуси. Комплекс сочетает в себе стили готики, ренессанса, барокко, и костел представляет собой базилику. Монастырские корпуса примыкают вплотную к костелу, образуя единый комплекс с замкнутым внутренним двориком. И это та информация, которую можно найти в интернете. Общедоступная и понятная. Но нам же с вами интересно не только общие сведения и факты. Всегда интересно, когда есть тайна, загадка и то, что скрыто от обычного посетителя. И сегодня я расскажу и покажу вам такие скрытые от глаз места и истории. Мы войдем туда, куда не водят туристов, посмотрим на город с высоты колокольни, проберемся по узким винтовым каменным лестницам, построенным еще в XVI и XVII веках, и я постараюсь показать вам костел не таким, каким мы его привыкли рассматривать, но обо всем по порядку. У меня на канале было видео про Бернардинский костел и монастырь, которое я снимала пару лет назад. И вот там были общедоступные факты и истории. Кому интересно, ссылку я оставлю в конце этого видео. Но сегодня мне хочется показать и рассказать об этом месте не банально, а так, чтобы заинтересовать и увлечь. Помимо того, что это самый старый костел города Гродно, в нем много удивительного и до конца не изученного. Само распятие старше, чем этот алтарь. Первое распятие, самое старое, 17 век, висит при входе, а это второе по возрасту. Начал строиться костел в XVI веке и не единожды перестраивался, достраивался, переделывался за свою более чем 400-летнюю историю. И первые, самые страшные повреждения костел получил при пожаре 1753 года, после которого очень много средств было потрачено на восстановление костела. Достраивались ярусы колокольни, и даже на колокольне башни появились часы, которые еще в 1820 году упоминались в документах описания костела. В костеле присутствует очень много стилей, есть и готические элементы, позже достраивались ренессансные нефы. Длина костела вместе с крыльцом приблизительно 68 метров. По верхнему краю потолка можно увидеть гербы. Это начало XVIII века. Ближе всего к алтарю с обеих сторон размещены гербы Великого княжества Литовского и Польши. Кроме того, стены центрального нефа украшают гербы меценатов храма и значительных шляхетских родов Гродненского повета – Сапек, Воловичей, Масальских, Александровичей, Эйсмонтов и других. Дело в том, что здесь в костеле заседал трибунал Великого княжества Литовского, и гербы принадлежали тем представителям шляхты, кто заседал в трибунале. И есть история о том, что им было сказано: «Судите строго, но справедливо, ибо на вас смотрят гербы ваши и предки». Есть также версия краеведов, что все люстры в костеле из дворца Радзивиллов. Невозможно утверждать на 100%, но теория такая есть. Костел бернардинцев в Гродно – это интересное место, где можно увидеть также много портретов святых и известных людей из Великого княжества Литовского. С каждой стороны костела обычно представлено по 19 фигур. И основные фигуры – это францисканцы, так как бернардинцы произошли от этого ордена. Но это довольно сложная история. Интерьер самого костела – это XVIII век, конец XVIII века, и есть теория, по версии краеведов, что автор интерьера Джузеппе де Сакко. Костел часто перестраивался, часовни переносились, и, конечно же, какие-то документы велись и записи делались, но это было на латыни, и, увы, не все сохранилось. А место, где мы сейчас находимся, это часовня Святой Барбары. Она слева, если заходишь, то слева расположена от главного входа. А вот это самая загадочная дверь в костеле. Если ее открыть, там стена. Дело в том, что с той стороны был пристроен лаританский домик и исчез примерно в XIX веке, а лаританская скульптура перенесена в часовню Святой Барбары, вот где я снимала. И лаританская Божья Матерь – покровительница будущих мам. И такие домики были очень популярны при костелах. Они символизировали домик святого семейства, и именно такой был пристроен к костелу, вот с этой стороны. И здесь очень хорошо видно, что здесь была пристройка часовни лаританского домика. Окна короткие по сравнению с длинными окнами на остальной стене, как будто не хватает какого-то фрагмента конструкции. И остальные опоры как бы усилены, они более толстые и мощные по сравнению с теми, где стояла пристройка домика часовни. Когда будете гулять здесь, присмотритесь внимательно. Здесь как будто чего-то не хватает.
А дальше мы с вами пройдем уже в крыло, которое принадлежит монастырю. И сюда обычно не ходят верующие. Здесь полно коридоров, дверей. Не всегда понятно, где ты, в какой стороне костела или монастыря ты находишься. Но ведь это и интересно, правда же? В углу здесь стоят старые часы, которые начали отсчитывать время еще до нас. И, увы, но также будут делать это и после нас. Но все бережно сохранено. И следующее необычное место, которое я хочу показать вам внутри костела, это ризница, где хранятся облачения священников на разные службы. О, вот здесь хорошо как раз над дверью видно черты готики. Вообще много стилей присутствует: и готика, и ренессанс, и барокко. В общем, так как костел перестраивался очень много раз, все-таки 400 лет храму, то, конечно, разные черты в стиле, в архитектуре здесь присутствуют. И, как я уже рассказала, что я покажу вам мебель, которая стоит в ризнице. Изготовлена в 1806 году. Это ясень, и все великолепно сохранилось и производит впечатление. Здесь на мебели также сохранилась инкрустация, и такие вещи обычно не показываем туристам и не водят их сюда. Но мы же с вами хотим узнать то, что недоступно всем, поэтому я покажу вам сегодня много таких тайных мест. Вот видите, там 1806, это год изготовления этой мебели. Сделано настолько хорошо и добротно, вы знаете, нигде ничего не рассохлось, все так аккуратно, а если задуматься, то этой мебели 220 лет. Представляете, это времена правления Наполеона, если что. То есть получается, если при изготовлении была соблюдена технология, если все делалось правильно, то это может простоять и 100, и 200 лет. Феноменально. А здесь оклад иконы, которая была в костеле, и неизвестно, когда он снят с нее. Она была в общем зале, висит здесь же, и до конца не изучено, когда что было сделано, но все бережно сохранено. Вот эта икона, и она такая старая, потемневшая, что даже, наверное, вот фонарик я включаю, не видно, что изображено, камера не передает. На выходе замечаю старый сейф. Знаете, таких внушительных размеров в стене, тут ручки все крутятся и выставляется определенная комбинация цифр или букв, и тогда уже ключом можно открыть. А это дверь в главный зал костела со стороны часовни. А сейчас мы пойдем с вами коридорами монастырскими туда, где мечтал, наверное, побывать каждый турист и гродненец. Мы поднимемся на колокольню. Самая высокая колокольня в городе из всех костелов и храмов. Около 60 метров. Подниматься будем узкими винтовыми каменными лесенками. Ну, все как мы любим. Мечта клаустрофоба и акрофоба. Акрофобия – это боязнь высоты. Но я ничего не боюсь уже давно, поэтому я везде и всюду. И пока буду показывать эти виды, я расскажу вам такие общеизвестные, но интересные факты о костеле. Например, король Жигемунт III в 1595 году основал костел и монастырь бернардинцев, и угловой камень осветили в 1602 году. А завершено строительство было в 1618 и 13 мая 1618 года виленским епископом Баловичем костел был освящен. Согласно одной из городских легенд, Бернардинский монастырь и костел были связаны со всеми остальными костелами города, и наиболее интригующим стало предание, конечно, о подземном ходе. А сейчас мы с вами окажемся на балконе. Сюда, как ни странно, водят туристов, но группой не более 10 человек. И об этом необходимо договориться заранее с ксензом Яном, настоятелем Бернардинского костела. И виды отсюда, как видите, открываются великолепные. Где находится этот балкон? Вот посмотрите. Если стоишь внизу, то я сейчас приближу и покажу, где этот балкон расположен. Достаточно высоко. Сам балкончик небольшой, где-то 1,3 метра. Но виды, которые с него открываются, завораживают. Основываясь на стилистическом анализе, верхние ярусы колокольни приписывают крупному мастеру виленского барокко, итальянцу Антонио Паракко.
Ну а мы с вами еще и выше пойдем. Итак, рассказываю еще интересные факты. В храме состоялось венчание писательницы и нобелевской номинантки Элизы Ожешко со своим вторым мужем, гродненским адвокатом Станиславом Нагорским. Также Гродненский костел бернардинцев является одним из наиболее значительных мавзолеев шляхты на территории Беларуси. И согласно исследованиям специалистов, в храме похоронены многочисленные представители магнатских, сенаторских и шляхетских семей, в том числе члены титулованных родов. Перед главным фасадом святыни находилось Бернардинское кладбище, а на плане 1804 года прописано больше 20 объектов на территории монастыря. Бернардинцы имели свою кузницу и мельницу, выращивали овощи на огородах и использовали собственную пивоварню. Есть также интересная история о том, что во второй половине XVII века ведущий политический и военный деятель Великого княжества Литовского Михаил Казимир Пац построил на землях бернардинцев так называемый Стеклянный дворец. Наверное, многие слышали, что был такой хрустальный дворец недалеко отсюда. Предполагается, что строение имело огромные окна, которые занимали значительную часть площади стен. И в ночной темноте дворец светился изнутри благодаря большому количеству зажженных в комнатах свечей. Так вот, после смерти Паца бернардинцы стали хозяевами здания и продали дворец Казимиру Яну Сапеге. Но с условием. Договор членов ордена Сапега якобы предусматривал возврат резиденции после смерти хозяина, но Сапеги оставили дворец себе. Резиденция принимала судебные заседания и, вероятно, была уничтожена в большом городском пожаре 1753 года. В общем, не отдал Сапега дворец бернардинцам, как договаривались, они и наслали кару Божию. Шутка, конечно, но лишь отчасти. А мы уже в здании, вот именно в колокольне, где висит колокол. Конечно, скажу я вам, производит впечатление. Во-первых, здесь, конечно же, такие ветра сегодня, и настолько это все ходит ходуном, что звук пришлось выключить в видео, потому что невозможно было бы говорить, не было бы слышно меня. Но я же обещала показать все, и нам чем страшнее, тем интереснее, правда? Вот так спускаемся обратно. Побывали, конечно, на колокольне и производит впечатление. Очень интересно. И в комплексе есть еще красивый внутренний дворик. Вот он как раз будет виден сейчас в окошке. Я вам его покажу частично и пройду туда. Из внутреннего дворика можно пройти в библиотеку, вот в той дальней двери. И это не шутка. В моем первом видео о костеле я показывала саму библиотеку, и записаться может любой желающий. В общем, фразе «Вы не подскажете, как пройти в библиотеку» здесь не удивятся. В костеле периодически проходят концерты симфонического оркестра Гродненской капеллы, и акустика на них просто невероятная. Сегодня мы как раз тоже побываем на таком концерте, и я вам все это покажу. Вообще, конечно, замечательно, что вот так все идет в ногу со временем, и можно не только посмотреть как турист это здание, но и сходить даже на концерт. У меня есть телеграм-канал, где я публикую анонсы предстоящих вот таких мероприятий, ну и так интересные факты о городе Гродно. Кому интересно, присоединяйтесь. Ссылка будет в описании под этим видео. И как я уже упоминала ранее, в костеле проходят концерты оркестра Гродненской городской капеллы, и они организованы в рамках проекта «Классика в храмах» для популяризации Гродно не только как интересного исторического города в архитектуре, но и богатого своей музыкальной историей, которую выражает Гродненская городская капелла, чтобы возродить атмосферу времен Антония Тезенгауза. Это только начало концерта, а вообще людей было очень много, зал был полностью заполнен. И вы знаете, скажу сразу, что было великолепно. Акустика волшебная и мелодии подобраны просто замечательно. Ну что я вам рассказываю? Посмотрите и послушайте хотя бы одну из них.
И если видео понравилось, поставьте, пожалуйста, лайк прямо сейчас. Пишите комментарии, что вы обо всем этом думаете, были ли здесь и как вам понравилось. А я, как всегда, всех обнимаю. Всем пока!